Это не сценарий фильма «Катастрофы», а реальные события мая 2026 года. На борту судна «Хондиус», МВ «Хондиус», заперты 147 человек. Это пассажиры и экипаж из 23 разных стран. И прямо сейчас они находятся в эпицентре смертельной вспышки. Цифры заставляют содрогнуться. Официально подтверждено уже 8 случаев заражения редким хантавирусом штамма АНЦ. Смертность шокирует. 3 человека погибли. Среди них супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии. Еще один британец в критическом состоянии борется за жизнь в реанимации. Главный повод для паники в том, что этот вирус единственный в своем роде, способный передаваться напрямую от человека к человеку. Пока судно шло от берегов Аргентины, зараза незаметно распространялась по каютам. Сегодня, 10 мая, лайнер официально пришвартовался на Тенерифе. Пассажиров встречают люди в костюмах химзащиты, а ВОЗ уже присвоила ситуации статус международной угрозы. Подпишись, чтобы следить за развитием событий. Рейс стартовал в штатном режиме. К вечеру на борту шла обычная развлекательная программа. В служебной зоне нашли разорванный мешок с крупой и следы помета. Тогда этому значения не придали. Первый пассажир обратился в медпункт с жаром и ломотой. Врач сначала заподозрил тяжелую простуду. Утром похожие симптомы появились еще у 2 человек. Один из пассажиров едва не потерял сознание за завтраком. После этого разговоры о болезни пошли по всему лайнеру. Капитану доложили, что случаи уже нельзя считать совпадением. Пассажиры начали писать родственникам о непонятной ситуации на борту. В коридорах стало заметно тише обычного. Один из заболевших рухнул на лестнице между палубами. Его увезли на каталке на глазах у десятков людей. В медблоке быстро закончились свободные места. Особую тревогу вызвали проблемы с дыханием у пациентов. После совещания часть проходов на лайнере закрыли. По внутренней связи людей попросили оставаться в каютах. Четких объяснений пассажирам тогда не дали. Питание начали развозить по этажам в масках и перчатках. Медики уже понимали, что это нестандартная вирусная история. К вечеру в изолятор поступил 3-й пациент с теми же симптомами. У дверей медблока начали разделять семьи. У стойки регистрации собралась раздраженная толпа. Капитан избегал жестких формулировок, но напряжение росло. Ночью умер 1-й пациент. После этого на лайнере фактически прекратилась вся развлекательная жизнь. Один из пассажиров записал первое включение с пустой палубы. Под утро умер 2-й заболевший. После 2-й смерти экипаж начал массово раздавать маски. Одновременно подняли документы по погрузке перед рейсом. Один из сотрудников вспомнил мышь у служебного лифта в день посадки. В зоне хранения нашли новые следы грызунов. Проверка складов только усилила подозрения. На закрытом совещании впервые прозвучала версия о хантавирусе. Лайнер сменил курс и запросил срочный прием в порту. На берег передали список тяжелых пациентов. Из-за погоды эвакуацию вертолетом отменили. Внутри лайнера началась скупка воды и лекарств. Пассажиры старались не приближаться друг к другу даже у лифтов. Белье заболевших упаковывали отдельно, как потенциально опасное. Врачи работали без нормального отдыха. Капитан ввел режим внутреннего карантина. Попытку прорваться через ограждение остановила служба безопасности. Одна из пассажирок успела сказать домой только одну фразу: «Следите за новостями». Через несколько часов число погибших выросло до 3. После этого скрывать масштаб происходящего стало невозможно. На палубе появились первые стихийные свечи памяти. Детям начали объяснять, почему бассейн и общие зоны закрыты. Экипаж усилил дезинфекцию и закрыл часть вентиляции. У пациентов взяли новые пробы для передачи на берег. Подход к порту затянулся из-за ухудшения погоды. В машинном отделении следили за запасом топлива и новым маршрутом. На мостике без пауз контролировали погоду и береговую линию. На суше эпидемиологи уже разбирали судовой манифест. В порту развернули отдельный терминал под прием лайнера. К причалу стянули скорые, автобусы и мобильные лаборатории. Для пассажиров заранее подготовили карантинную гостиницу. На рассвете корабль выглядел уже как изолированный объект. Пассажиры начали собирать вещи в тишине. Перед выходом всем измеряли температуру. Людей разделяли по цветным браслетам в зависимости от риска. Когда опустили трап, на борту почти никто не говорил. Первыми вывели тех, кто контактировал с заболевшими. Следом начали выгружать зараженный текстиль и медотходы. Журналистов к зоне посадки не подпускали. Семьи видели друг друга через ленты и кордоны. Последнего пациента вынесли из медблока уже под контроль береговой бригады. Пустые каюты сразу пометили для повторного осмотра. Следователи спустились в грузовой отсек, который считали основной точкой риска. Там нашли поврежденную упаковку и плохо обработанные участки. Дальше начали сводить накладные и маршруты персонала. Членов экипажа опрашивали по одному. Судовой врач признал, что долго работал практически вслепую.
Капитану пришлось отвечать, почему пассажиров не предупредили раньше. В соцсетях история разошлась быстрее официальных сообщений. Параллельно росло и количество слухов. На корабле оставались открытые чемоданы, игрушки и недопитые бокалы. Палуба у бассейна стояла пустой и перетянутой лентой. В ресторане уже не было ни людей, ни привычного шума. Санитарные бригады начали полную обработку коридоров и лифтов. Мешки с бельем и мусором грузили в отдельные контейнеры. Тела погибших передали судебным медикам. Следствие восстанавливало цепочку заражения по минутам. Один из ключевых эпизодов привел к ночной разгрузке припасов. Версию с вентиляцией постепенно отодвинули. Основной стала версия о зараженной пыли в зоне хранения. Отдельно начали проверять подрядчика, отвечавшего за обработку груза. В карантинной гостинице люди почти не выпускали телефоны из рук. Одна из пассажирок вспомнила шум за стеной служебного коридора еще в первую ночь. У терминала началась круглосуточная работа прессы. Автобусы с эвакуированными выходили из порта один за другим. Лаборатория официально подтвердила хантавирус. После этого запустили расширенное отслеживание контактов на берегу. Юристы заговорили о будущих исках. Компания-владелец приостановила маршрут и объявила внутреннюю проверку. Сам лайнер оставили у причала под наблюдением. К забору порта начали нести цветы и записки. Эта история показала, насколько опасной становится любая задержка в замкнутом пространстве. Для сотен людей тот рейс закончился не отпуском, а большой проблемой. Подписывайся на канал.